Всем привет! С вами Мария, и вы на канале Алмазная вышивка и не только. В этом видео я решила собрать для вас 10 лайфхаков, которыми и я чаще всего пользуюсь, и о которых мне задают больше всего вопросов. Какие-то из них я вам уже рассказывала, но те, кто присоединился к нам совсем недавно, редко просматривают старые видео, поэтому я лучше немножко повторюсь, но отвечу на вопросы новых зрителей. Если же вы давно смотрите мой канал, то и для вас здесь будет кое-что интересное. Итак, поехали! Что делать, если мешает пленка? По мере того, как вы выкладываете свою работу, часть пленки, которая защищает ваш клей, начинает вам мешать. Вам приходится постоянно ее отгибать, она сгибается обратно, и это очень неудобно. Что делать? Можно отрезать кусочки пленки по мере продвижений. Выложили кусочек работы, отрезали соответствующий кусочек на пленке. Но куда удобнее сразу разметить свою работу и разделить ее на квадраты. Конечно, можно снять сразу всю пленку, разрезать ее с помощью ножниц и наклеить обратно, но куда быстрее сделать это прямо на холсте с помощью канцелярского ножа и линейки. Прикладываем линейку и небольшим нажатием разрезаем нашу пленку. Не бойтесь, с холстом ничего не случится. Вы сразу почувствуете ту степень нажатия, которой достаточно для разрезания только пленки. Конечно, вы заденете клеевой слой, но в этом, поверьте, нет ничего плохого. Если же вы имеете дело с прозрачной тонкой пленкой и при этом хотите разметить свою работу, то я советую сразу заменить ее на более плотный материал. У меня есть отдельное видео о том, на что можно заменить пленку для алмазной вышивки, и ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Ну а в тех наборах, которые я делаю в своей мастерской, я сразу накладываю пленку квадратами внахлёст, чтобы и работа была размечена, и на стыках не скапливалась грязь. Второе. Клеевой слой на холсте всегда пусть немножко, но выходит за схему. Это мешает при работе, потому что ваша рука все время к нему приклеивается. Плюс со временем здесь скапливается пыль и грязь. Выглядит это не очень эстетично. Поэтому я советую сразу в начале работы отрезать маленькие полоски от пленки и заклеить ими выступающие части клея. Можно заклеить их и любым заменителем пленки, но ни в коем случае не заклеивайте их бумагой или тем материалом, который вы потом не сможете отклеить без вреда для клеевого слоя. Дело в том, что если ваша работа не будет подходить под размер рамки, вы всегда сможете снять эти полоски и нанести на них дополнительные ряды страз, чтобы подогнать размер под нужный. Но если уж так случилось и на ваш клеевой слой попала бумага, не расстраивайтесь, вы всегда сможете ее снять, не повредив клеевой слой. Для этого просто нанесите на бумагу немного воды и потихоньку пальцем начинайте стирать бумагу слой за слоем. Она будет скатываться и уходить с клея. Подождите, пока холст высохнет, и проверьте клейкость липкого слоя. Если она недостаточная, значит вы сняли не всю бумагу, и процедуру лучше повторить. У меня есть отдельное видео про этот лайфхак, ссылочка на него обязательно будет в описании. Четвертое. Как сделать так, чтобы край алмазной вышивки был ровным. Возьмите любой лоток для страз, переверните его и по нему выкладывайте стразы. Вообще на моем канале есть отдельное видео с 5 советами по ровной выкладке, и это только один из них. Ссылку на полное видео я оставлю в описании. Пятое. Если вы выкладываете набор с тонкой прозрачной пленкой при недостаточном освещении, то вы знаете, что иногда бывает сложно понять, где она находится. Плюс некоторые производители используют в наборах не двустороннюю, а одностороннюю пленку. То есть, если вы случайно перевернете пленку и наклеите ее на холст не той стороной, то больше вы ее от холста не отдерете. Хотя в некоторых случаях может помочь способ с водой. В любом случае, когда вы имеете дело с прозрачной пленкой, лучше каким-то образом пометить ее верхнюю часть. Для этого мы можем взять любой цветной скотч и нанести на пленку несколько больших полосок по всей ширине работы. Тогда вы в любой момент будете видеть точное расположение всей пленки и сможете определить, какой стороной ее нужно приклеивать к холсту. Шестое. Частенько стразы приходят к нам вот в таком виде, склеенные попарно. Приходится брать каждую пару и разъединять их вручную. И долго, и пальцы потом болят. Что делать? Возьмите 2 зеленых лотка, насыпьте склеенные стразы в один из них, накройте его сверху вторым и начните плотно прижимать лотки друг к другу, проходясь пальцами по всей поверхности верхнего лотка. При этом вы услышите громкие щелчки. Это звуки разъединяющихся страз. На моем канале этот лайфхак уже был, ссылку на него я оставлю. Седьмое. Как хранить готовые, но не оформленные работы, чтобы они и не помялись, и не занимали много места.
Очень просто. Используйте плечики с прищепками. На одни плечики можно повесить сразу несколько работ. Плюс вы можете зацепить сразу несколько вешалок друг за друга, чтобы они все занимали только одно место в вашем шкафу для одежды. Есть только два момента. Во-первых, вешалка с работами должна располагаться у края шкафа, чтобы работы часто не задевались. А во-вторых, я советую каждую работу обернуть пищевой или упаковочной пленкой, на случай, если стразы со временем начнут отваливаться. Тогда все упавшие стразы останутся в пленке, и вы без труда сможете вернуть их на место, когда придет время оформлять эти работы. 8. Что делать, если высох липкий слой? Если высох большой участок работы, то возьмите обычный канцелярский двусторонний скотч и приклейте его к холсту. При выборе скотча обратите внимание на его прозрачность. Если вам попался полупрозрачный скотч и у вас нет возможности приобрести прозрачный, сначала сфотографируйте схему, на которую вы будете его наносить, потому что после нанесения скотча некоторые значки могут стать неразличимыми. Как понять, какой скотч вам попался? Возьмите обычный лист с картинкой и наклейте на него скотч. Вот так выглядит полупрозрачный скотч, а вот так прозрачный. На моем канале есть отдельное видео на эту тему, и очень скоро я сниму еще одно. Поэтому проходите по ссылочкам в описании и не пропускайте новых видео. 9. Закрывайте работу пленкой. Если вы оставляете свою работу на ночь на рабочем столе и не убираете ее, например, в закрытый шкаф, то я очень рекомендую закрывать пленкой всю работу, а не только ту часть, которую вы еще не выложили. Особенно это касается наборов с круглыми стразами. Пыль оседает в щелях между стразами, и со временем эти промежутки темнеют, портя внешний вид работы. С квадратными стразами в этом смысле проще. Если они загрязнились, вы всегда сможете протереть их влажной тряпкой. И, конечно же, лучше не садиться за алмазную вышивку в шерстяных свитерах с длинными рукавами, поскольку шерсть очень хорошо прилипает к липкому слою, и потом вам придется отклеивать каждую ворсинку пинцетом. Лучше таких ситуаций избегать. Ну и, наконец, 10. Как часто бывает, что мы выкладываем стразы одного цвета и вдруг замечаем, что на схеме есть еще несколько стразинок этого же цвета. Но проблема в том, что между ними и уже выложенной частью есть большой промежуток липкого слоя, к которому ваша рука, конечно же, приклеится, если вы начнете выкладывать эти стразинки. Возьмите кусочек пленки и заклейте им промежуток липкого слоя. Теперь вы можете выкладывать свои несколько стразинок, и ваша рука не будет прилипать к холсту. Конечно, это далеко не все лайфхаки, которые есть на моем канале. Я намеренно не затрагивала тему выщелкивающихся страз, а также проблем с липким слоем, потому что у меня есть отдельные подробные видео на эти темы, ссылки на которые я, конечно, оставлю в описании. Ну и если вы недавно подписались на меня, я очень советую вам заглянуть в плейлисты канала. Там вы увидите и сборник лайфхаков, и обзоры новых инструментов для алмазной вышивки, и много-много других интересностей. А если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди у нас очень много интересного. А на этом я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!